Я приветствую вас, друзья, на канале в 2043. В этом видео я сперва хотел сделать сборку компьютера с новой видеокарты 4070 Ti, но это слишком скучно. Потом я подумал сравнить 4070 Ti с прошлой 3070 Ti, ну типа, знаете, есть ли смысл переходить на 4070 Ti, и это уже звучит как нормальная тема. Но еще плюс к этому я решил проверить, насколько имеет смысл ставить такую мощную видеокарту за $1000 в компьютер с довольно простым процессором i5 11400F. То есть хочется для зрителей разъяснить важность процессора и его мощности, например, если вы решили поставить мощную видеокарту вместо замены процессора. Короче, идея следующая. Я тестирую новую 4070 Ti против 3070 Ti с процессором i5 11400F, чтобы понять, насколько средний процессор подходит для обеих или обоих видеокарт. Вот и все. Я уверен, что у зрителей будет немало вопросов по типу, почему бы просто не протестировать 4070 Ti, все же это новинка, но знаете, эту новинку уже тестировали еще 2 недели назад до меня, и опять же снимать такие же тесты и восхищаться количеством FPS, это, скажем так, не очень интересно. Так что я придумал странное решение, и тестировать, как вы поняли, мы будем обе модели от компании Polit. Это уже известная всеми 3070 Ti Gaming Pro, стоит она, кстати, сегодня $800, что примерно по курсу 55 тысяч рублей или 30 тысяч гривен-370 тысяч тенге, надеюсь, я правильно произнес валюту Казахстана. В общем, если доплатить всего лишь какие-то 25 тысяч, то можно купить прямо сейчас RTX 4070 Ti. У нее и температура ниже, и наличие DLSS 3.0 имеется, и потребляет она меньше, и по скорости она на уровне, скажем, 3090 Ti. Это если судить по тестам в интернете. Да, я знаю, звучит явно смешно, всего лишь плюс 25 тысяч нужно переплатить. Типа сейчас, я знаю, за 25 тысяч люди вообще собирают целый компьютер, но для мощной сборки, поверьте мне, 25 тысяч это не такая уж и большая сумма. Мы обязательно вернемся к этой теме уже через 1 минуту. Сейчас буквально немножко полезной информации для зрителей и вернемся обратно уже через некоторое время. Итак, друзья, я думаю, вы все заметили, что прошлый год был непростым, скажем так, и наверняка это затронуло каждого. Несмотря на это, 2022 год подарил нам множество крутейших разработок, которые определили ход развития технологий. Нейросети научились писать убедительные тексты, рисовать картины по любому запросу, а роботакси стали обычным явлением во многих крутых городах. Такие изобретения подарили миру дата-сайентисты, ведь именно они создают и обучают нейросети и искусственный интеллект, а спрос на них растет с каждым годом, как и их зарплата. Только в России они в среднем зарабатывают 250 тысяч рублей, а за рубежом от 10 тысяч долларов, и потолка их доходов нет. И путь в профессию открыт для всех, а вместе с курсами от онлайн-школы Skill Factory можно начать изучать Data Science уже сегодня. На курсе Data Scientist вас обучат всему необходимому прямо с нуля. В процессе обучения вы будете получать и опыт работы, так как будете решать задачи от реальных заказчиков, и уже в окончании курса соберете приличное свое портфолио. С вами на протяжении всего обучения будут работать опытные менторы, они дадут качественную обратную связь на домашние задания или ответят на все ваши вопросы. Поверьте, это важно для поддержки мотивации учиться, а Центр карьеры школы поможет составить резюме, подберет подходящие вакансии и подготовит вас к собеседованию. Такая профессия открывает двери в любую сферу, будь это гейминг или космонавтика. Обучайся Data Science только в Skill Factory, а по моему промокоду Шелест вы получите скидку в 45%. Все подробности по ссылке в описании под этим видео. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, я думаю, нет смысла особо внедряться в рассказы про политовскую 4070 Ti. Это в целом, прям знаете, прямая копия 3070 Ti Game Rock по дизайну, все те же кристаллики, и это такая же большая сама видеокарта. Но куда интереснее это то, что теперь у нас, в отличие от 4080, уже меньше переходничок в размерах идет в комплекте и занимает всего лишь 2 коннектора. Я думаю, с выходом 4060 или 4050 мы увидим вообще один коннектор, что будет просто замечательно. Но так в целом перед нами качественный продукт, и температуры на этой видяхе, я думаю, будут очень низкие, с учетом такой большой системы охлаждения на 3 вертушки. В общем, самое время установить видеокарты в тестовый компьютер. Напомню еще раз, у нас не обычные тесты, а с бюджетным процессором i5 11400F, что интересно. И все эти тесты я решил провести на своем мониторе в широком формате 21:9 в разрешении 3440 на 1440. Это больше, чем 2К, точнее 5 миллионов пикселей против 3,5 миллиона пикселей
пикселей на 2К мониторе, а значит требования серьезные, и все это будет, еще раз напомню, на ультра с трассировкой и так далее. Итак, друзья, начнем издалека и запустим сетевую Rainbow Six. Это традиционная проверка, и тут я тестирую Vulkan на ультра с DLSS качества. В целом тут видно, что 3070 Ti вообще улетает за 200 FPS без проблем, и это в широком формате, и что интересно, у нас видеокарта почти полностью загружена на 93-94%. Я редко встречал, что было 100% именно в радуге, и съедает при этом видеокарта, как видим, нехило, почти 280 Вт. Что насчет температуры, то у нас она держится на уровне 70, там 72 с копейками, и можно сказать, что это вполне комфортная температура, и есть большой запас. Одним словом, 3070 Ti ведет себя нормально, и вроде даже i5-114F его пока что абсолютно хватает. Иное дело это 4070 Ti, и тут есть серьезные отличия. Но, во-первых, 4070 Ti не сильно прям больше выдает FPS, это примерно там 230-250 против 210-220 на 3070 Ti. Это, конечно, небольшое прям преимущество, но куда интереснее это загруженность видеокарты, и она скачет тут на отметке 65-70%, что явно недостаточно для ее возможностей, от чего и фреймрейт там 230-250. Будь при этом загрузка на 95% хотя бы, мы получили бы, я думаю, 280-300 FPS. Таким образом, i5-114F не дает видеокарте необходимое количество подготовленных кадров для отрисовки, и видим плюс-минус одинаковые почти результаты с 3070 Ti, но вот температура тут явно очень сильно отличается, 54 градуса против 72, съедает при этом 4070 Ti всего лишь 180 Вт против 280 на 3070 Ti, хотя если видяха трудится при этом на 70%, то вполне охлаждение справляется. 180 Вт это не 280. В общем, с точки зрения именно температуры, данная 4070 Ti от Polit явно превосходит прошлую модель, и теперь нужно повышать требования и запустим что-то более сложное, например, Cyberpunk. Приступайте к отключению второй. Итак, друзья, в первом случае у нас, можно сказать, вполне ожидаемый результат, и 3070 Ti в режиме DLSS качество рисует от 32 до 40 FPS с копейками. И тут, с одной стороны, мы видим, что видяха полностью загружена почти на 99%, но все равно для 3070 Ti остается неподъемное разрешение 3440 на 1440. И тем более, если выставить DLSS качество, то это еще сложнее для видеокарты, а именно в этом режиме, я бы сказал, самая высокая четкость и почти нулевое размытие картинки. Насчет температур все стабильно, это 72 градуса, и съедает видяха примерно 260-270 Вт. Это по сути ее пиковое значение, и трудится видеокарта почти на полную. Однако даже стабильные 40 FPS не получается выжать с i5-114F. Еще раз уточню, что 3000 серия RTX поддерживает только DLSS второй версии, и Cyberpunk, насколько я знаю, уже обновился по DLSS 3.0, и вот тут 4070 Ti и должна справиться без проблем, даже в режиме качества на ультра с трассировкой и простым процессором i5-11400F. Я повторил, в общем-то, все те же настройки, и как видим, да, действительно 4070 Ti может выдать в среднем 65-70 FPS, и это, я думаю, как раз именно за счет DLSS третьей версии. Сама видеокарта на удивление загружена на 96-97%, скорее всего потому, что в таком разрешении на ультра упор идет именно в видеочип, и съедает 4070 Ti в среднем там 250-260 Вт при температуре 62-63 градуса, так что даже на i5-11400F получится пройти Cyberpunk пока что на 4070 Ti на ультра с лучами, если заменить ее на 3070 Ti. И то же самое насчет обновленной третьей части Ведьмака с трассировкой. Насколько мы знаем, Ведьмак не поддерживает создание кадров через DLSS третьей версии, и поэтому в нем трассировка только через обычный DLSS второй версии. И тут в режиме качества 3070 Ti хуже себя ведет даже чем в Киберпанке. Местами в нем даже в самых нетребовательных локациях FPS проседает до 30 или в среднем выдает там 35-40. Причем не обращайте внимания на процессор или видяху, сколько там процентов загрузки, все это пока что еще криво оптимизировано и постепенно с патчами выровняют, я думаю, разработчики стабильность. Причина, друзья, абсолютно
не в этом. Сам Ведьмак, он, как правило, всю жизнь был очень требовательным именно к видеокарте. И вот тут, после появления трассировки, только 4000 серия умеет справляться с Ведьмаком обновленным. И 4070 Ti не стала исключением. В общем, я включил сперва DLSS второй версии в режиме качества, потом включил отрисовку кадров через DLSS третьей версии. И вот в таком случае 4070 Ti выжимает 70-80 кадров без особых трудностей. И что еще интересно, при этом качество картинки остается очень высоким и размытие фактически не видно. То есть, знаете, появилась такая небольшая жвачка от задержки при включении DLSS третьей версии, но это, если честно, так вообще-то небольшая проблема. Буквально через 2-3 минуты я уже привык и перестал вообще замечать микрозадержку. Зато 80 кадров и все работает отлично. В общем, что можно сказать в завершении, друзья? Да, имея в компьютере даже старенький, ну как старенький, относительно свежий средний i5 11400F, можно даже с ним запустить 4070 Ti. Даже если заменить прошлую 3070 Ti и оставить процессор 11400F, все равно за счет DLSS 3.0 все равно вы получите примерно двукратный прирост в сложных проектах с упором видеокарты, но именно в тех проектах, где имеется поддержка DLSS 3 версии, потому что в простых шутанах вроде Rainbow 6 или там, не знаю, Overwatch, там нет смысла от смены 3070 Ti на 4070 Ti. Разница очень несущественная, но вот в крупных тяжелых сюжетных проектах вроде Киберпанка или там Ведьмака с трассировкой, вот там, конечно, будет профит однозначно. И это, еще раз напомню, с i5 11400F. Если же поставить, например, ну скажем там 12600K или 13600K, то получите еще плюс 30, плюс 40% к общей производительности. Вот как бы и все, что хотелось мне проверить в этом видео. Однозначно, если выбирать в новую сборку видеокарту в 2023 между 3070 Ti за 55 тысяч рублей или 4070 Ti за 80 тысяч рублей, то лучше, как по мне, переплатить 25 тысяч и взять, по сути, видяху, что в 2 раза быстрее, если даже не в 2,5 раза быстрее, только ради DLSS третьей версии и низкой температуры, и стоит сегодня покупать 4000 серии, я так думаю. Уверен, что 4060 Ti будет просто супер популярной и скоростью я будет на уровне там 3080 или даже быстрее, а 4050 будет быстрее, например, 3070 Ti. Так что ждем средний бюджет, а пока что на этом все, меня друзья, будем заканчивать. Всем еще раз я желаю не болеть и увидимся уже очень скоро. Всем удачи и пока-пока. Победа. Противник нейтрализован.